Дорогие мои, я вас приветствую. Вы на канале Твой Мир. Меня зовут Наталья. Давайте сегодня посмотрим с вами такой расклад, который будет называться «Что он думает обо мне сейчас?», что он хочет сказать, но молчит. По-другому еще можно назвать разговор с его душой, кому как ближе. Давайте посмотрим, что же там происходит. Очень интересно. Дорогие мои, настройтесь. Будем смотреть. Что он думает обо мне сегодня, сейчас. И что он хочет сказать, но молчит. Для начала давайте посмотрим сигнификацию вашего человека. Смотрите, у многих проигрывается такой момент, что на сегодня ваш задуманный человек, загаданный человек, да, женщина, мужчина, неважно, давайте буду называть просто человек, да, он находится в энергиях некого разочарования, в энергиях расстройства, депрессии, какого-то, он опечален чем-то, понимаете, у него какая-то такая сейчас внутреннее состояние, возможно, он даже и не показывает, но такой момент, как будто вот он жалеет о какой-то потере, о каком-то, возможно, потраченном времени, упущенных возможностях. И здесь карты говорят о том, что он смотрит только, ну знаете, как он не видит общим взором, да, он смотрит на какую-то конкретную ситуацию, но не видит того, что вот по карте, да, мы видим, что сзади-то 2 кубка еще полных, то есть еще есть запал, еще есть чувства, да, еще есть какие-то, ну там, я не знаю, энергии, да, а он вот расстроен какой-то, ну я не знаю, для кого-то мелочь, для кого-то какая-то серьезная проблема, и настолько вот он погряз в этом случившемся, что не видит того, что еще есть возможность все исправить, еще много можно поменять, и вообще жизнь повернется совершенно в другую сторону. Здесь ваш задуманный человек, возможно, обращается к кому-то за помощью. Здесь такой человек, которого слушают, которому доверяют. Здесь у кого-то, ну, возможно, есть такие моменты, что кто-то обращается в некие государственные органы. Да? Здесь-то я ж не знаю, какая ситуация дальше. Может, здесь развод какой-то идет, да? Потому что карта Иерофанта, она может и говорить о том, что какие-то бумаги подписываются, да, но здесь вот такой момент, что больше отзывается у меня, конечно, что это кто-то там тарологи, нумерологи, психологи, это тот человек, к которому прислушивается, и вот ваш человек на данный момент, он взаимодействует с таким человеком, которому вот можно выговориться, можно доверять, и он спрашивает совета о каком-то новом, не то что начинании, понимаете, а как поступить правильно, как сделать верный шаг, как сделать какое-то верное направление. Вот здесь человек просто как-то подвис в этой ситуации и не понимает, что ему делать. Давайте посмотрим, так, ну, о чем он думает сегодня. Сегодня или сейчас. О чем он думает сейчас. Загаданный человек. Видите, карты все-таки говорят друг за другом, перекликаются. И здесь мы видим, что загаданный человек, знаете, он на сегодня, он думает о том, что он потерял свою стабильность, которая у него была, где он был счастлив, где он чувствовал себя победителем, где он чувствовал себя нужным, где он чувствовал себя востребованным. И он, знаете, как-то у него такой момент на сегодня полного разочарования, полной апатии, полной какой-то неудовлетворенности, нехватки вот этого внимания. Для многих здесь реально разыгрывается развод, потому что королева жезлов — это все-таки дама, которая имеет статус.
это жена, мать, да, свекровь, теща. Но в данной ситуации мы понимаем о том, что все-таки здесь как бы идет такая потеря отношений, потеря вот поддержки этой женщины, да. И здесь, ну, хотя это может быть тоже и муж, если это какие-то просто в таких энергиях женских. Здесь вот такой момент, что все-таки мне ближе отзывается, да, я буду говорить по своим ощущениям, что здесь все-таки речь идет о мужчине, и он потерял свою женщину. Он как бы либо на грани развода, либо вот-вот состоится развод, либо все-таки такая ситуация накала внутри пары, когда вот он чувствует вот эту вот потерю, вот эту утрату, вот это какое-то свою ненадобность и ненужность. Давайте посмотрим причины всего этого. Почему так произошло? Что ты думаешь об этом? Мужчина наш. Ну, смотрите, здесь у меня проигрывается ситуация такова, что в прошлом вот этот загаданный мужчина, да, наворотил дел, скажем так. И дела такие, хочется говорить культурно. Человек проводил весело время, да, он чувствовал себя нужным, востребованным, весельчак, прекрасное времяпровождение в окружении женщин. То есть, знаете, вот здесь такой момент, что у человека все-таки, ну, была другая женщина на стороне, да, королева кубков, такая чувственная, эмоциональная, скорее всего, это любовница, да, и вот здесь вот человек, жена, скорее всего, об этом узнала, и вот здесь вот идет вот этот разлад, идет вот эта вот потеря и утрата. Ну, давайте посмотрим, если вас это утешит, вообще серьезно это было для человека или нет. Две карты пусть тогда остается. Мы спросили, серьезны ли были для него вот эти отношения, которые там, да, на стороне были. И здесь мы видим, что человек, знаете, как он как будто самоутверждался, да, как будто самоутверждался, что вот он нужен, что он востребован. И здесь он все-таки уже думал, что он выбрал правильный путь, да, выбрал такой себе путь, где он будет жить там припеваючи, его будут любить, холить, лелеять, а он ничего делать не будет. То есть он такой вот классный, его будут любить просто за то, что он есть. И женщина это казалась ему такой мудрой, казалась ему такой рассудительной, такой наполненной, богатой, с внутренним миром, да, которая умеет там выслушать, умеет поддержать, умеет там красивые слова сказать. Но здесь такой почему-то момент, смотрите, два варианта развития событий. Либо он все-таки узнал, что дама не свободная, и у нее кто-то есть, да, такой властный защитник, возможно, муж, возможно, любовник, такой, который, ну, знаете, как с ним не забалуешь, грубо говоря. Либо все-таки эта женщина проявила свой характер вот в таком варианте императора, да, то есть она показала, что она имеет над ним влияние, власть, что ей надо подчиняться, что она просто так там не будет ничего делать. И вот здесь давайте посмотрим далее, это что случилось. На какой-то момент чувствовал себя победителем, чувствовал себя счастливым. И тут встал какой-то острый момент, да, острое какое-то решение вопроса. А может быть, это и был вот этот ее любовник со стороны, да, там, или другой мужчина, давайте так, не будем вешать ярлыки, не зная там, чего было. Другой мужчина со стороны, да, и он все-таки ощутил, что он победитель в этой ситуации, что он счастлив с этой женщиной. Но здесь вот стал какой-то острый вопрос, решение вопроса, с чем связано решение вопроса, а решение вопроса было связано с выбором. То есть человеку, возможно, даже сама эта женщина, да, вот, да, все-таки это она, королева кубков. И королева кубков ему поставила, ну, скажем так, ультиматум: ты выбирай, либо ты со мной в новых отношениях, да, либо ты возвращаешься к своей стабильности, которая была. Здесь вот такой момент. Давайте посмотрим еще, что ты хотел бы сказать, но не скажешь.
Дайте еще непонятно мне. Угу. Смотрите, что бы он хотел сказать, но не скажет. Но первое, возможно, там даже женщина-то, не, ну, скорее всего, она знает, да, если, а может быть, эта ситуация даже не самого развода с женщиной, да, а все-таки вот пока предпосылки. Если это так, что женщина ваша не знает о разводе, о том, что у вас есть любовница, да, то здесь вот такая ситуация проигрывается, что он никогда бы не сказал вам, что он хочет сказать, но не скажет. Он как раз-таки не скажет о том, что у него есть эта тайная женщина, с которой он себя чувствует таким наполненным, таким востребованным, таким умелым, таким молодцом, таким умным, понимаете, то есть как бы она его вот захваливает, да, вот давайте эти картам к этим вернемся, то есть, чтобы просто я тоже понимала ситуацию. Да, вот здесь он все-таки рассчитывал на то, что будет вот... А может быть, и она ему как бы сделала такие условия, что вот жизнь-то будет со мной комфортная, посмотри на меня, и ты будешь со мной императором. Скорее всего, да. И вот здесь он чувствует свою победу, он счастлив и принимает важное решение вопроса. То есть еще вопрос не решен, он только на принятии стоит. И здесь мы спросили, что бы ты хотел сказать, но ты молчишь. И карты говорят о том, что он хотел бы сказать, что у него есть эта тайная женщина, да, что он себя чувствует с ней королем, что он себя чувствует легко, прекрасно, то есть у него, знаете, такое состояние эйфорийное, он не напрягается, и он хочет сказать о том, что, но не скажет, естественно, что у него жуткое влечение, у него дикая страсть к этой женщине, да, и что у него планы есть какие-то, он хочет сделать это как-то побыстрее, да, но он понимает, что будет напряжение в разговоре с вами, что все-таки вот здесь придется делать выбор и, ну, как-то идти либо дальше, либо оставаться в своей стабильности, да, и что еще? Либо идти вот в это новое начинание, понимаете, и он, конечно, об этом не хочет говорить, он не хочет поднимать этот вопрос. И он как-то хочет, я так понимаю, что все хочет сохранить в тайне. Понимаете? Давайте посмотрим, вообще скажет или нет. Ну, смотрите, выбор ему сделать придется по-любому. То есть здесь, почему говорю по-любому? Потому что карта влюбленные, она никогда не имеет двойных стандартов. Понимаете? Здесь идет разговор о том, что этот выбор нельзя не сделать. Вот это четко, да, ему все-таки придется уйти по зову сердца, да, в поисках своей гармонии, в поисках вот этой вот эйфорийного такого состояния счастья, состояния гармонии, когда все меня устраивает, и ему вот этот выбор все равно придется сделать. Придется сделать этот выбор в этих отношениях. Давайте посмотрим, что вас ожидает после принятия выбора, соответственно. Девочки, смотрите, вот сейчас конкретно для девочек, да, у кого вот такая ситуация с мужьями, я спросила конкретно для вас, что же вас ожидает, если ваш возлюбленный все-таки сделает выбор и уйдет в другую семью, скажем так, в другие отношения. Для вас выпадает туз жезлов. О чем эта карта говорит? Она говорит о том, что для тебя откроются реально другие возможности. Ты будешь думать о новом направлении, ты будешь думать, куда тебе пойти, и здесь твоя жизнь может развернуться на 365 градусов, понимаете? На первых каких-то моментах все будет умеренно, все будет спокойно, то есть здесь я даже не вижу некого разочарования, то есть, понимаете, для вас это как некий такой момент, как будто вы и сами уже были готовы к этому. И здесь карта умеренности говорит о том, что вы под защитой ангелов. Да, вот здесь еще и девятка кубков, она показывает, что вы собой довольны в этой ситуации, понимаете? Вот здесь я не договорила, что вы все-таки под защитой ангелов, да,
И вы понимаете своим рассудком, да, вот холодным рассудком, что ситуация себя изжила, да, что вам уже как бы, ну, даже и не по пути. И здесь мы видим, что у вас прекрасные перспективы впереди, вас ждет прекрасная солнечная жизнь, наполненная, богатая, счастливая. И здесь вы довольны собой, да, вы довольны собой, вы довольны тем, что у вас имеется, а у вас, между прочим, даже если еще нет чувственного мужчины рядом, то вот-вот он появится, с которым вы пойдете на другой уровень развития. Понимаете, вот такой здесь еще момент, что как будто вы с предыдущим человеком вашей жизни, да, проходили просто какой-то свой урок. Вы проходили свой урок, а новый мужчина, вот этот король кубков, который либо есть уже у вас, либо появится в ближайшем будущем, он все-таки, понимаете, как открывает вашу чувственность просто до максимума, да, то есть те моменты, когда вы были в чем-то зажаты, вы где-то, возможно, не выражали свои эмоции так, как вам бы хотелось, этот человек, он вас, ну, как, знаете, как алмаз огранит, да, как вот бриллиант, все грани ваши откроет, отшлифует, и вы выходите с ним совершенно в другой уровень развития, понимаете, у вас здесь уже открывается духовный рост, у вас здесь открываются прекрасные перспективы, вы можете даже выбрать себе какую-то другую профессию, вы можете осознать здесь свою миссию, свое предназначение, да, куда вы вообще в жизни двигаетесь и что вам вообще от этой жизни надо. То есть здесь даже такой момент проигрывается. Давайте еще посмотрим, что вас ожидает дальше. Здесь у вас тоже будет какой-то серьезный вопрос решаться. Императрица. Здесь такой будет у вас вопрос серьезный решаться по поводу даже вступания, скорее всего. Скорее всего, этого человека еще нет в вашей жизни. Здесь вы будете принимать решение, как вам вступать в новые отношения, понимаете? Потому что вы такая уже женщина плодородная. А может быть еще такой вопрос о зачатии ребенка. Вот здесь будет решаться такой вопрос, потому что пажи часто детей показывают, да? И мы видим, что здесь рыбка. Это тоже может говорить и императрица. Здесь, да, здесь как-то будет такой стоять вопрос о том, чтобы вы забеременели, или что, может, этот король кубков у вас попросит родить ребенка, вполне возможно такая ситуация. Здесь вы почему-то еще будете опираться на свой старый опыт и будете вспоминать о том, как было раньше. Здесь какой-то, вот знаете, как будто вы на этот вопрос не захотите отвечать. Может быть, этот вопрос не один раз поднимался у вас в отношениях. И здесь вот как раз-таки, оперевшись на свои прошлые отношения, да, вы вспомните об этом, загрустите и почему-то пойдете вот в некую такую отстраненность. Почему? А здесь, знаете, такой идет момент, как будто, ну, почему-то вы не можете забеременеть. Вот какой-то такой момент, как будто не можете вы забеременеть, потому что ситуация повторяется уже неоднократно, да, то есть это цикл за циклом вы пытаетесь это сделать. И здесь карта справедливости, она говорит о том, что, ну, не получается, да, как-то... И рыцарь кубков — это какая-то новая чувственность, да? Как будто вы не можете забеременеть. А все-таки мне очень интересно. Выбираете новый путь. Можете обидеть, проговорив это. Угу, ситуация зависнет. Здесь, смотрите, вы как будто вот этому новому человеку своему, да, все-таки будете еще думать, говорить, не говорить. И, может быть, скажете о том, что не можете, ну, допустим, даже, да, там в данный момент не могу забеременеть. И ситуация как-то пока зависнет.
пока зависнет, пока не будет никакого решения, вам нужно что-то понять именно вот с этим новым человеком, да, что в прошлом было не так, понимаете? Вот как только вы откроете для себя этот момент, что было не так, какое решение вы приняли неверным. Угу. Смотрите, у меня идет такая информация, что просто в прошлом сделали аборт, да, не подумав, скажем так. И на данный момент вы об этом просто очень жутко сожалеете. Очень сожалеете, несете уже свой крест как надо нести. Но я вас хочу обрадовать, что у вас выпадает туз пентаклей. Это говорит о том, что у вас велика вероятность все-таки получить желаемое. Вам просто не надо сильно на этом циклиться. Вы очень сильно на этом зациклены. Слышите, девочки? Вы очень зациклены на этой истории, что вот вы когда-то сделали, вы себя как будто наказываете за это, понимаете? Вы себя наказываете каждый раз, когда заходит разговор о детях, вы себя наказываете за то, что произошло в вашей жизни ранее. Я вам хочу сказать, дорогие мои, что ничего не происходит случайно. Любая душа, она выбирает, сколько ей прожить на этом свете. Любая душа. И если ваш ребенок умер, не родившись, да, это аборт, это вакуум, это что угодно, эта душа выбрала такой путь, это не ваша вина. Поймите, вы сильно залипаете на этом объекте, вы с этим боретесь, вы себя, понимаете, как будто наказываете. Вам просто нужно пройти трансформацию, вам нужно просто переосознать, что так должно было быть, что здесь это, ну, не ваша вина. И как только вы это осознаете, да, как только вы пройдете свою трансформацию, налаживается баланс, укрепляется ваша стабильность, и вы идете к новым горизонтам. И смотрите, выпадает парная карта, то есть вы все равно останетесь в паре и решите вы свои вопросы. Вам просто нужно довериться судьбе. Дорогие мои, вот такой расклад у меня получился на сегодня, очень глубокий. Слушайте, начинали за одно, а вообще копнули в самую глубину. Милые, родные мои, отпишитесь, пожалуйста, как проигрывается расклад. Очень мне это важно, интересно. И хочу понять, что здесь за такая ситуация. Кого-то мы копнули очень глубоко. Простите, если кому-то прям вот больно об этом говорить, да, но я говорю то, что вижу в картах. Дорогие мои, я вам желаю любить себя. Я вам желаю простить себя, я вам желаю легкости, я вам желаю гармонии, я вам желаю внутренней гармонии, я вам желаю классных трансформаций, чтобы ваша жизнь заиграла всеми гранями, чтобы вы как алмаз, да, просто как бриллиант светили своими гранями и были счастливы каждому дню. Дорогие мои, берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. До новых видео. Ваша Наталья.